Блин, прям заканчивается. Где же мне деньги взять? Тай побыстрей. Может пойти скипать? Да не, устал я уже бегать. Точно, у меня же есть знакомый. Да. Perhaps the most famous classic. Скажу потом, что где-то выбил. Если будет 5К подписоты к лету, то разыграю его. Ну что, легчайший годовой прем, еще и 2 дня в запасе осталось. Изи. Шучу. Будет вам рабочий и стабильный метод. Никакой магии и рандома. Хотя чуть-чуть фортуны все-таки будет. Итак, чтобы по хардкору. Как всегда, как мы любим. Точно! Может просто жить в 8 статиках? О, там же опасно, там много гангеров. Этих, что ли? Да, опасно, конечно, но мне кажется, это они со мной в клетке, а не я. Ну что ж, фуглори молодые, как и обещал. 3 дня и прем в руках. Я уже настолько зажрался, что для меня 3 миллиона плюс час это уже какие-то маленькие цифры. Поэтому я был только рад этим пацанам. Все-таки мобы уже не представляют для меня интереса. Итак, тут говорить особо нечего. Вот билд сверхсекретный, сверхимба. И вот еда, еще более имба, просто без нее никуда. Вы только вдумайтесь, мы получаем 2 адской куртки и примерно хил равен 3 наемникам. Что? Каким образом это контрить? Я не знаю. Вот и мобы не понимают. Поэтому я смог побить собственный рекорд. 18 сундуков с мобами и 3 босса за 29 минут в 8 статиках. Абсолютно в соло. Ну, по стандарту провозглашаю себя богом статиков. Ну как по-другому? Вы спросите, откуда 80 миллионов? Начнем с того, что с каждого сундука падает 105 тысяч серебра и с мобов по 3К в среднем, а также с боссов 36 и какой-то приятный лут из сундуков. И суммарно мы получаем 2,5 миллиона за полчаса. Мать вашу, часа. 30 минут. Если делать таких 2 ходки в день, с утра и в обед, то есть перед закрытием и после закрытия, то ты получаешь самые быстрые деньги в игре. 5 миллионов в час. Вопросы есть? Я думаю, полно. Тогда давайте я вам расскажу пару секретов. Во-первых, нету смысла плаща Хлюма и шлемах ученого, так как мобы и сундуки после смерти дают ману, который полностью закрывает потерю маны. Во-вторых, возле каждого 8 статика есть сундук, куда мы будем скидывать лут, а потом уже одной ходкой все вести и продавать. В-третьих, нужно брать суп запас. Если вдруг кто-то нападет, то просто жмем инвиз и суп. И все хп за пару секунд. А там уже делай что хочешь. И 4-й совет. Яд мы используем только на 4 пачки. Эту у мага, эту в босса мага и эту в босса. И все. Везде хватает 2 адских и еды. Минимальный IP 1500. Это примерно 100-й мастерки плюс 8.1. Или как в моем случае 6.3. Более подробный гайд у меня есть на канале, хоть там чуть-чуть другой билд, но тоже рабочий и дешевле, это важно. А вы спросите, почему бы тебе лут не показать? Да потому что 30 часов контента просто само по себе сложно записать. Да и нарезка так себе. Каждый сундук не запишешь. Потому что большинство своего времени я тратил на гринд. А гринд, ну, не так уж интересно на самом деле. Тем более лут в сундуках очень и очень посредственный. Хотя тоже бывает приятный. Я больше думал о ситуации вокруг, чем о луте. Понимаете? Все-таки это не сольники фармить, а сражаться с гильдиями и гангером за лут. Я думаю, тут больше говорить нечего. Не благодарите. Пользуйтесь. А теперь внимательно и еще раз внимательно смотрите, как пробегаю свой маршрут. Ведь я за 50 данжей ни разу не упал. А также накидайте 400 лайков, и тогда я в прямом эфире буду фармить 8 статики, где вы сможете задать мне вопросы. Ну а также стрим-снайперы, жду вас. Наслаждайтесь.
Thank you.